Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро расклад. События будущего. Чего ждать? Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 мая. Давайте узнаем, что же случится или произойдет, что откроется или что сформируется и поведет к переменам. Может быть, и вы с чем-то будете определяться, или какая-то информация вами будет получена. Возможно, пазл словно у вас какой-то сложится, или вы найдете решение той или иной проблемы. И, конечно, останемся реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз или расклад, он не расскажет о личной истории каждого из вас. Помним, что Таро – это только метафора. Это как инструмент к самопознанию или самоосознанию вот тех глубинных процессов, которые внутри нас формируют какую-то проблему с целью, чтобы мы ее могли решить или прожить ее эмоционально, пока мы смотрим наш расклад или прогноз, и снять напряжение. Одним словом, мы с вами предполагаем, размышляем и допускаем развитие альтернативных вариантов события. На многое мы с вами не влияем, как и на людей, так и на какие-то новости или силу непреодолимых действий, увы. Наша задача адаптироваться, а после этого организовать в новом ключе нашу жизнь. Но вот какое-то обновление, мои дорогие, всегда по аркану ребенок. И у каждого, знаете, это как и в чувствах может быть, и касаться личной жизни. У кого-то это могут быть дела с детьми, и тогда у вас ключи все в руках, значит, и детские какие-то вопросы вы решите. А если это касается вашего творчества, среди вас много творческих людей, или действительно, мои дорогие весы, у кого сейчас какая-то проблема, нерешенный вопрос, может, тянется, уже вот и тянется, уже вы думаете, когда же он закончится. Но тут нет смысла что-то ждать, тут все-таки придется самому участвовать, но у вас ключи в руках, поэтому как бы это не требует от вас какого-то большого приложения сил, а вот обдумать что-то и вот найти вот этот ключ, и обязательно какую-то дверцу вы откроете. Может быть, и дверь, как в сердце чье-то. Я этого тоже не исключаю. У каждого своя концепция. Итак, что же случится? Скоро произойдет. Но пока еще не время выносить вердикты. Еще каких-то тысячи неопределенностей. Действуйте пошагово или искусство мелких шагов. И избегайте толпы, мои дорогие. Или избегайте... Ну, иногда и на работе у нас такое бывает, да, когда какие-то конфронтации создаются. Вот их тоже избегайте. Не принимайте ничью сторону. Ни вашим, ни нашим. Как в детской игре. Да и нет, не говорите. Ну, вот такие подсказки. Прямо торопились карты вам сказать. Итак, что же скоро произойдет? События ближайшего будущего для вашего знака. Каковы эти события? Что спешит в вашу жизнь, на ваш порог? И на колоде Таро неожиданности первая карта. Это, возможно, информация какая-то откроется. Или событие, которое ведет к переменам. Может быть, и как ваш инсайт, когда... Ну, вот есть такое, говорят, меня осенило. Но правда, мы можем долго обдумывать какую-то проблему. В результате наш мозг какой-то раз и дает подсказку. Мы понимаем, о, вот теперь вот это ноу-хау. Я знаю, как действовать, как быть. Вот и такое что-то может случиться. Итак, неожиданности. В чем ваша сила? В чем вы наиболее ресурсны в эти 10 дней? Что вам, может быть, или само в руки идет, или что вам помогает? Что вам нужно услышать, чтобы не пропустить какую-то возможность? И по основным сферам жизни. Это ваши достижения, профессиональная деятельность, у кого-то учеба, у кого-то, может быть, согласование, документы. Вторая карта – энергия денег, финансы, любовь и личная жизнь. Итак, что же там случится, произойдет? Ух, аркан змея. Ну, наверное, все то, что перевернулись прежние карты, и они тоже где-то говорят, не торопись, и будь, как и сам, таким бдительным, но и еще и объективно оценивать, что говорят люди, кто что транслирует и кто как действует. Тут, кстати, такой есть нюанс, потому что говорить могут много,
А если проанализируем поступки человека, то становится ясно, что от него можно ожидать. По этой карте можете вы быть в центре внимания. Увы, змея– это та, которая затаилась, если такое значение, поэтому себя надо беречь. И где-то просчитывать, что могут вам тут давать обещания, но это не факт, что их будут держать. Есть и первое, наверное, значение, что за вами наблюдают. Вы красивые люди, мои дорогие весы. И вы можете быть в центре просто внимания. Или кто-то, может быть, вы с кем-либо общались прежде, и знает человек вашу личную историю, и из любопытства будет наблюдать, а получится, не получится. Вот, кстати, такое я тоже могу предположить. Время у вас сейчас такое, когда вы постепенно, шаг за шагом можете стать популярными. Или когда вас вообще люди замечают, поэтому и завидовать могут. Вот правда, вот просчитать где-то вот таких змей, будьте внимательны, определенно стоит. Но переложим эту карту как совет. Вот будьте и сами в таких энергиях. Может быть, и с вами, если хитрят. Ну, так и вам, значит, другого не остается. Змея, она мудрая. И у нас сейчас год змеи. И мы знаем, она не торопится действовать. Она долгое время наблюдает. Вот наблюдение, анализ и только потом действие. А действует она как раз молниеносно. Поэтому не торопитесь с действиями. Где-то оставляйте себе период для размышления или перепроверки той или иной информации. Берегите себя, это точно. События ближайшего будущего. Вот смотрите, не все ясно. Словно мы шли и вот уперлись в эту гору. И что с этой горой дальше делать? Кто-то из вас может стоять как на выборе. Либо мне идти вверх, да, перемахнуть эту гору. Или, как говорят, умный в гору не пойдет, обойдет. Но опять же, если идти именно в гору, то много усилий будет затрачено. А если обогнуть ее, то много времени будет потеряно. И вы можете остановиться в некотором замешательстве. Так что же мне дальше делать? Конечно, у кого-то будет касаться не именно вот вашего какого-то личного дела, задумки, а когда банально вы хотели бы получить тот или иной документ или согласовать какой-то вопрос, а здесь какая-то новость приходит, которая тормозит, или конкретный какой-то факт, или по документам существует определенный регламент, и никак ты его не ускоришь. Поэтому будьте мудры. Опять же, возвращаясь к змее, она мудрая. Поэтому если мы не можем что-то изменить, вот есть какие-то препятствия, значит думать, нужно ли нам вообще эту историю продолжать, или просто дождаться, когда вы получите документ, и, иными словами, поискать, а может быть, есть какая-то лазеечка, как можно проскользнуть мимо этой горы. И не в обход, и не буквально вверх. Сэкономить и силы, и себя самого. То есть выход какой-то вы можете искать. Но вот не замечтаться, факт, мои дорогие весы. Видимо, знаете, вы кому-то очень доверяете. Вот точно, раз две карты выпадают. Или вы кому-то рассказали свою историю жизни. Или, может быть, ваши планы. Вы могли с кем-то поделиться, с человеком. Даже, знаете, когда вы поделились с кем-то радостью. То, что у вас получается. Или, может быть, за вами наблюдают и думают, ну вот ей или ему все нипочем, все у него получается или у нее. И только вы одни знаете, что вам это стоит. Но вот, наверное, есть фраза такая: «Язык мой, враг мой». Поэтому продумайте, кому вы что говорили. Здесь могут люди, вот именно с кем вы когда-то откровенничали, мало что наблюдать, а как ожидают какого-то удобного момента. Ведь крысы, мыши– это что-то такое мелкопакостное. Это не есть, когда ну, что-то мы не можем осуществить, или действительно как точка какая-то в маршруте в нашем заданном, да, но это вот именно какая-то мелкая такая неурядица или мелкая гадость, скажем, со стороны кого-то. Но нам это мешает, вот именно больше с позиции мешает. Поэтому берегите сами себя. Не делитесь с информацией, не делитесь своими планами, идеями. Идею тоже можно украсть. Или, может быть, с кем вы уже были откровенны, этот человек тогда наблюдает, как же у вас получится вот эту гору преодолеть.
но себя сохранять говорят уже, ну, по сути, все карты. У кого-то подобная история может проиграться и в любви, кстати, мои дорогие. Иногда змея– страстная любовь. Понятно, это не для всех, но для кого-то проигрывается желание быть вместе с конкретным человеком. Но для этого, видимо, есть какие-то преграды. Или не все так получается по горе. И как это осуществить, тоже непонятно. Может быть, и есть те, которые, кстати, и добра вам не желают. Но и вы-то, мои дорогие, может быть, какая-то история вот у кого-то проиграется. История с человеком на расстоянии. Может быть, это как знакомый или пусть даже знакомый вы его, или друг, или подруга, вы знаете даже давно, и были какие-то планы, вместе вы уже строили их, но потом с течением времени как-то эти планы пошли в коррекцию, или все никак не осуществляется, и вы теперь можете задуматься, а уж не обманывает ли меня человек? И тогда я могу сказать, мои дорогие весы, для кого-то проиграется это вы на эту декаду никому не верите. Потому что кто-то из вас будет думать, вот эта гора создалась не просто так, а потому что есть те люди, которым я чересчур доверяю, а они мной пытаются манипулировать. И тогда вы будете обдумывать. И даже для девочек, мои дорогие, здесь может как проиграться ваш партнер или вот друг, да, какой-то. Но и вы-то сами вот в таких мужских энергиях, когда вы буквально сядете и рационально, вот так холодным рассудком начнете думать, как вы теперь будете действовать. Но для мужчин, понятно, это будет ваша карта. Поэтому здесь может быть банальная история с каким-то документом, как я говорила, или с осуществлением какого-то намерения. Но я предполагаю, что и история любви, которая у кого-то из вас как пришла к какому-то знаменателю. И вроде бы и не попрощались еще люди окончательно, потому что гора, препятствие, это не финал. Но и дистанции какой-то на продолжение вы пока тоже не видите. Неожиданности. Туз земли. И тем не менее решение какое-то будет. Какой-то важный документ вами будет получен. Или какое-то содействие у вас будет по тузу земли. Это нам словно волшебная лень идет на помощь, да, это прообраз нашей удачи, прообраз нашей силы и того, что мы можем осуществить какое-то дело. Пусть это только в самом начале, где эта карта будет говорить. Ты не думай, что ты какое-то доброе дело задумал, но оно предполагает все-таки большую дистанцию, чем ты это предполагал ранее. Поэтому, безусловно, нужно быть настойчивым. Вообще карта будет говорить о неожиданностях, в вашу жизнь, мои дорогие весы, пытается войти само благополучие. Но у кого-то и здесь будет это благополучие сопряжено с получением денег, с получением документов, какой-то важной информации, важной новости. Или получится на каком-то пункте дистанции ваших намерений и целей уже что-то осуществить. И это уже само по себе прогресс, значит, словно вы подниметесь на ступень выше. Добрые события. Что вам нужно знать? В чем ваша сила? Не стоит в себе сомневаться, правда. Вы можете решить любой вопрос. У вас выпадает карта мага. И маг, он великий практик. Мы часто воспринимаем карту мага как «О, это какое-то волшебство». Или это когда само по себе все. Ни разу так не бывает. Маг – это тот, который действует сам. Если он ничего не делает, он ничего и не получит. Это первая истина, которую знает маг. Поэтому и все стихии в руках мага для взаимодействия. Будь то с документами, будь то с людьми, может быть, да, будь то это какая-то информация, может быть, где-то и чувство в себе уравновесить, успокоить, или, может быть, какую-то ситуацию по части денег решить, я это тоже допускаю, потому что если мы говорим практик, материалист, по сути дела так, и для него нет ничего невозможного. Так если вот мы спрашивали, в чем ваша сила по аркану мага, это соединение силы духа и мастерства. Поэтому как и рост вашей популярности, и, может быть, вот в таких более холодных энергиях,
Мага невозможно ни подговорить, ни купить. Он не реагирует ни на лесть, ни наоборот на какие-то минусовые эмоции. Его вообще невозможно вывести из себя. Но он действует элегантно, очень незаметно. Манипулятор, что там говорить, правда? Но в этом ваша сила. И, видимо, некоторые вопросы вам придется решать. Все-таки я вижу, ну, если не в обход, да, такой долгий обход, потому что что-то вам тут надоело в плане ожиданий. Но вот эту маленькую дорожку, как бы тут бочком пройти через эту гору и получить задуманное, вы сумеете. Сфера ваших достижений, мои дорогие весы, сияйте, как звезда. Вы с чем-то определяетесь, причем имейте в виду, это на пару десятилетий. Вы выбираете свой путь. Вы можете пересматривать свой имидж. И, видимо, имидж, нам карта говорит, на твои достижения будет напрямую как-то влиять. Имидж не обязательно, когда мы прям себя тут переделываем. Какая-то деталь гардероба, смена прически. Или когда люди вас, ну, по разным причинам уже воспринимают по-другому. Может быть, это вам нужно сломать словно стереотип какой-то о себе или шаблон. И мы все мыслящие люди имеем сознание. А так вот, сознание – это привычка, это и есть шаблон. И если нас когда-то человек первый раз увидел, вот то восприятие первого момента, оно остается на годы. И вот, может быть, вот как раз вам этот стереотип и хочется сломать. И вы знаете, в этом вы будете тоже ресурсны. Здесь у кого-то может быть дорога очень далеко или планироваться какой-то переезд. И я допускаю, что думали вы ехать в одно место, а тут вы как-то переиграете, поедете в другое. С чем-то вы тут определяетесь. Хотя точно так же для кого-то из вас на сферу ваших достижений работа посредством интернет, посредством новых технологий или какие-то другие там цифровые технологии, или работа из любой точки мира. Вот что-то подобное, как концепцию или свое творчество развития. Может быть, кто-то из вас как раз по части творчества или развития ваших навыков, ресурсов, талантов кто-то не видит в том месте, где вы находитесь, самореализации. И вы будете искать то место, где вы можете как раз эти таланты раскрыть и, может быть, какой-то шедевр создать. Все-таки не случайно сиять приглашают. Это когда у нас сбываются мечты. Но эта мечта не буквально в эти 10 дней. В эти 10 дней вам нужно быть магом, чтобы вот эта задумка осуществилась. Королева воды, и это у нас на деньги. Интуиция, безусловно, по этой карте, но это еще карта любящего человека. Может быть, для людей семейных какие-то траты. Или вообще нам говорят, ведь первое упоминание, да, как королева земли или первые карты Таро, там была прорисована русалка. Но на сегодняшний день это как карта любящего человека, но и первое значение, о котором я сказала, не забываем. И поэтому для кого-то, смотрите, как что может проиграться. Какие-то интересы семьи или интересы личной жизни, которые связаны с родственником, домом, с вашими домочадцами, могут не совсем перекликаться в гармоничном именно порядке с тем, что вы задумали. Или это касается какого-то денежного вопроса. На вас действительно могут воздействовать, чтобы вы согласились. Но вам-то нужно держать марку. Я не вижу здесь траты. По королеве воды это скорее мы больше собираем, в одну кубышку складываем. Но пока о каких-то тратах эта карта все же не говорит. С учетом аркана звезда, если и делать какие-то инвестиции, мои дорогие, то только в себя, в плане обучения. Или какую-то коррекцию, если вам нужно, допустим, уделить внимание, действительно пройти обследование, уделить внимание здоровью, потому что имидж и здоровье – это практически одно понятие. Если где-то здоровье барахлит или мы чувствуем недомогание, ну, для начала надо выспаться, это напрямую действует на наш внешний вид. Вот где-то в эти 10 дней сконцентрируйтесь на себе. Чего просит ваша душа, мои дорогие весы. И потом постепенно какая-то история для вас
прояснится. И маг ведь он тоже концентрируется сам на себе. И это еще карта интуиции. По сути, две карты интуиции. Это то, что вам помогает. Любовь. Ну, для людей семейных или для тех, кто в паре, я тут вижу как раз по десятке воды. Это возможности, изобилие, процветание, радость, взаимодействие, взаимопонимание. Или вы можете примириться. Или вот мы с вами по Ленорман даже говорили, вы можете кому-то не верить. Тогда я вам могу сказать, что это тогда к вам партнер может как раз проявлять как и чувства, или наоборот. Была какая-то пауза в ваших отношениях, тогда здесь как будто пытается преодолеть вот эту паузу. Ну, а для тех, кто вместе, у кого есть дети, конечно, десятка воды говорит о том, что это очень добрый период жизни. Мы смотрим на эти 10 дней, поэтому тут действительно и финансы, и вопросы вашего благополучия, вашего быта, вашего дома, может быть, обустройства. Но еще и в этой колоде у нас проходят знания. И кто-то будет именно знания искать. Знания, как оформить какой-то документ или обойти вот эту гору. Или добавить, может быть, себе, если вас интересует вторичный доход, какого-то знания, когда вы это ремесло, может быть, использовать можете на дому, как дополнительную работу. А кто знает, если вы уже занимаетесь или делаете первые шаги в своем творчестве, то здесь как будто знания дополнительные вам помогут раскрутить быстрее какое-то ваше дело. И тогда вы быстрее увидите финансы, прямо скажем. Потому что по десятке воды здесь вообще это, знаете, как карта радости, когда действительно что-то доброе приходит в вашу жизнь. Ну, понятно, где-то это с деньгами тоже бывает связано. Деньги – один из способов взаимодействия с миром. И этот факт мы не можем отрицать. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.